Тема 13 лекции. Кватернионные уравнения гидродинамической модели сверхпроводника. План лекции будет следующий. Вначале мы рассмотрим линейные уравнения для сверхпроводящего конденсата, написанные на основе наших предыдущих лекций. Затем обсудим звуковые волны в сверхпроводящем конденсате. Затем мы рассмотрим уравнения Лондонов и сравним их с результатами, получаемыми из гидродинамической модели описания сверхпроводящего конденсата. И, наконец, последним пунктом будет обсуждение полной системы кватернионных уравнений для сверхпроводящего конденсата. Итак, на основе 11-12 лекции мы можем сразу написать линейные уравнения для сверхпроводящего конденсата. Они состоят из двух частей. Во-первых, это система уравнений, описывающая механическое движение сверхпроводящего конденсата, и, значит, система, описывающая вмороженное поле в сверхпроводящем конденсате. Значит, как известно, в сверхпроводящем конденсате электроны объединены в куперовские пары, поэтому основными носителями, так сказать, носителями движения в сверхпроводящем конденсате являются куперовские пары. Заряд куперовских пар равен удвоенному заряду электрона. Масса куперовских пар приблизительно равна удвоенной массе электронов, а концентрация куперовских пар, она ровно в половину меньше, чем концентрация электронов. В этих уравнениях индекс S означает величины, относящиеся к сверхпроводящему конденсату. То есть вот здесь стоит заряд куперовской пары, массу куперовской пары и скорость звука в сверхпроводящем конденсате. Ну а все остальные величины, так сказать, они аналогичны. Теперь, если мы рассмотрим движение сверхпроводящего конденсата на фоне равновесного состояния, то есть рассмотрим малое отклонение от равновесия, тогда система линейных уравнений может быть переписана в следующем виде. Здесь все величины с волной означают малые отклонения от состояния равновесия. Вот. На основании этой системы мы можем сразу написать систему волновых уравнений на основе результатов предыдущих лекций, волновых уравнений для величин, вот этих величин с волной, которые описывают звуковые волны в сверхпроводящем конденсате. Значит, здесь появляется новая величина, омега с индексами S и P. Это плазменная частота, значит, в конденсате куперовских пар. Она определяется зарядом куперовских пар, концентрацией и массой. По порядку величин эта величина совпадает практически с плазменной частотой для электронов. Поскольку заряд куперовской пары в 2 раза больше, то здесь будет, эта величина будет в 4 раза больше. Однако концентрация куперовских пар будет в 2 раза меньше, и масса будет где-то примерно в 2 раза больше. Поэтому эта величина, она по порядку величин, значит, совпадает с плазменной частотой электронов. Дисперсионное соотношение для этих волн выглядит следующим образом и графически представлено вот на этом рисунке. Здесь тоже есть частота отсечки, определяемая плазменной частотой сверхпроводящего конденсата, и при увеличении К, то есть при уменьшении длины волны, значит, наша дисперсионная характеристика приближается к асимптоте, которая определяется скоростью звука в сверхпроводящем конденсате. Теперь мы рассмотрим, давайте, безвихревое движение. Положим величины, описывающие вихревое движение, равными нулю. Тогда наша система упрощается. Вот. И мы в этой системе, если введем вот такие вот величины, как отклонение объемной плотности сверхпроводящего конденсата от равновесия и заряда, да, и вот такой ток сверхпроводящий, тогда наша система уравнений переписывается в следующем виде, где введена вот такая величина лямбда с индексом d. Она определяется скоростью звука, массой куперовских пар, их концентрацией и зарядом. По существу это так называемый масштаб дебаевского экранирования. Давайте запомним вот эту систему. Значит, поле связано с сверхпроводящим током и с объемной плотностью отклонения сверхпроводящего заряда в сверхпроводящем конденсате. А поле B определяется вот ротором
нашего сверхпроводящего тока. Значит, величины объемной плотности отклонения заряда и тока сверхтока, они связаны соотношением непрерывности. Теперь вспомним об уравнениях Лондонов. Вот в 1935 году Фриц и Хайнц Лондоны опубликовали свою знаменитую работу, где вывели уравнение Лондонов. Наиболее просто эти уравнения можно вывести следующим образом. Лондоны предположили, что скалярный потенциал в сверхпроводящем конденсате определяется отклонением объемной плотности заряда от равновесного состояния, а векторный потенциал определяется сверхпроводящим током в конденсате. Константа лямбда называется глубиной проникновения лондоновской, или она определяет масштаб экранировки в сверхпроводящем конденсате. Она определяется массой электрона, вот здесь показано масса электрона, скоростью света, концентрацией электронов и квадратом их заряда. Вот я здесь переписал эти соотношения еще раз. Так, как получить наиболее просто уравнение Лондонов? Давайте мы вспомним определение полей Е и Б, а также калибровку Лоренца. Если мы продифференцируем наши соотношения и сложим, то мы получим, что поле Е определяется, значит, производной сверхтока по времени и градиентом объемной плотности отклонения заряда от равновесия. А поле Б определяется ротором сверхтока. Также, значит, объемная плотность заряда и тока связана с соотношением непрерывности. Теперь мы сравним, значит, если мы к этим уравнениям Лондонов добавим еще систему уравнений Максвелла для полей в вакууме, как они сделали, тогда из этих двух систем мы можем получить вот такие волновые уравнения отдельно для сверхтока, для объемной плотности заряда в сверхпроводнике, для поля внутри сверхпроводника электрического и магнитного. Как вы видите, это волновые уравнения для полей с массой кванта неравной нулю. Масса кванта определяется лондоновской глубиной проникновения лямбда. Теперь мы сравним вот результаты, полученные в гидродинамической модели, система записана слева, и результаты, полученные Лондоном. Смотрите, эти уравнения, две системы, они очень похожи. Они отличаются только в некоторых, так сказать, местах. Во-первых, в гидродинамической модели здесь стоит скорость звука, а у Лондона скорость света. И второе отличие – это лямбда d в этих уравнениях, дебаевская. И здесь лямбда L – это лямбда лондоновская. Давайте сравним эти две лямбды, два масштаба экранировки. Значит, лондоновский определяет скоростью света, массой электрона и его зарядом и концентрацией, а дебаевская определяется массой куперовских пар, скоростью звука, значит, зарядом куперовских пар и их концентрацией. Эти два параметра, их отношение равно отношению скоростей приблизительно с точностью до разности масс. Значит, отношению скорости света к скорости звука. Вот с моей точки зрения, результаты, полученные в рамках гидродинамической модели, они более адекватно описывают ситуацию, поскольку ясно, что распространение звуковых волн в сверхпроводящем конденсате происходит не со скоростью света, как предсказано в лондоновской модели, а со скоростью звука. Теперь напомню, что мы стартовали с линеаризованных уравнений для сверхпроводящего конденсата. Однако на основе предыдущих наших лекций, на основе лекций 11 и 12, мы можем сразу написать наиболее полную систему уравнений, описывающих сверхпроводящий конденсат. Наиболее просто ее записать в кватернионном виде. Значит, она состоит из следующих. Значит, система, первое кватернионное уравнение, описывает механические движения сверхпроводящего конденсата. Здесь учтены силы Лоренца со стороны вмороженных полей, внутренних, а также силы Лоренца со стороны внешних полей, внешние поля. Далее. Эта система дополняется системой уравнений для электромагнитного вмороженного поля внутреннего в электронном конденсате. Они описывают
встроены в мороженое поле, вот с таким источником. И также эта система дополнена системой, описывающей электромагнитное поле в вакууме, то есть системой уравнений Максвелла для полей в вакууме. Значит, чтобы ее замкнуть, нужно точно указать, каким образом внешние источники совершают движение, неподвижны они, есть ли там токи, движутся ли заряды и так далее. То есть нужны еще дополнить уравнением движения для внешних источников. Вот таким образом можно написать полную систему уравнений для сверхпроводящего конденсата в кватернионном виде. Итак, заключение. Отмечу два основных момента нашей сегодняшней лекции. Во-первых, гидродинамическая модель сверхпроводящего конденсата в пределе безвихревого движения приводит к уравнениям, аналогичным уравнениям Лондона. И далее, наиболее общие уравнения, описывающие сверхпроводящий конденсат, могут быть представлены в кватернионной форме. Более полно рассуждение по поводу всех этих уравнений можно найти в двух статьях. Во-первых, вот эта статья в журнале Fluids называется «Самосогласованная гидродинамическая модель электронной вихревой жидкости в твердых телах», опубликована в 2022 году. И есть еще одна работа, опубликованная в 2021 году, «Обобщение уравнений Лондона с помощью пространственно-временной алгебры». Вот там можно почитать поподробнее обо всех этих вот рассуждениях, связанных со сверхпроводящим конденсатом. Так, если у вас возникли какие-либо вопросы или желание обсудить что-то, можно написать мне письмо, используя вот этот адрес. Вот. Благодарю вас за внимание.